предыдущей части главный герой и Мэй оказываются в опасных условиях после противостояния Архиву Пустоты и Лучине. Решив отступить, Кэрол оказывается в окружении врага и несет ответственность за защиту своих друзей, что кажется ей невозможным. Враги приближаются, и у Кэрол нет другого выбора, кроме как сражаться. К счастью, ей удается хорошо показать себя, и она помнит слова своего командира отряда, которая предостерегла ее от излишней доверчивости, так как настоящие бои не всегда бывают честными. В середине схватки появляется враг, за которым Кэрол сложно угнаться. В этот момент есть воспоминание, показывающее, как Кэрол и Мэй спорят о местонахождении Вельта. Они разговаривают со смотрителем Шиксал и обсуждают имеющуюся у них информацию по этому вопросу. Тереза, смотритель, просит оставить отзыв о своих учениках, и Мэй проявляет к ним интерес, упоминая, что Кэрол, кажется, отвлекается, и ей трудно сосредоточиться на цели. В этот момент приходит Кэрол, полагая, что ее отругают, но Мэй вызывает ее, потому что в этот день экзамен по боевой симуляции. Они обе направляются на тренировочную площадку. Однако во время теста срабатывает сигнализация, указывающая на то, что что-то случилось с механизмами безопасности, которые начали атаковать студентов. Джинджер, лучшая подруга Кэрол, попадает в беду, так как сдает экзамен в другом месте. Кэрол решает пойти помочь Джинджер, но Мэй приказывает ей не делать этого, так как это будет рассчитываться как неповиновение приказу. Не подчиняясь приказам Мэй, Кэрол продвигается вперед, пока не достигает Джинджер. Она сталкивается с агрессивными роботами и, в конце концов, понимает, что ее подруге никогда не угрожала опасность, все это было инсценировано как часть экзамена. Несмотря на то, что она продолжала не подчиняться приказам, Кэрол сдала экзамен, хотя ее ответ будет оцениваться иначе. Воспоминание обо всем этом придает Кэрол уверенность и чувство ответственности. Она чувствует себя лучше, и ей удается победить присутствующего врага. Однако ситуация усложняется по мере того, как появляется все больше врагов, и Кэрол начинает уставать. Она борется изо всех сил, и именно тогда Броня, временный лидер отряда 2, появляется, чтобы спасти. За несколько минут до этого Броня прибывает в Сан-Фонтейн и общается с Терезой. Ее миссия состоит в том, чтобы вывести отряд 3 из локации, поскольку другие отряды заняты, включая главного лидера отряда 2. Броня собирает красные кристаллы, чтобы перезарядить чип слежения. Она направляется к парящему в небе красному сооружению возле моста. Перед отъездом Тереза знакомит ее с новичками отряда 2, которые будут находиться под ее присмотром, Лаил, Колоди и Броня замечает, что они находятся рядом с мостом, как раз туда, куда она направляется, поэтому спешит туда. Она зачищает мост с помощью снайперской винтовки и приказывает новичкам на мгновение отступить, а сама входит в парящее сооружение, чтобы эвакуировать отряд 3. Продолжая с того места, где мы остановились, Броня поздравляет Кэрол с тем, что она продержалась до ее прибытия, и они объединяются, чтобы победить врагов. Им удается успешно выбраться, и этот факт удивляет Броню, которая восхищается способностями Кэрол. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось и вы хотите увидеть больше контента, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также поставьте лайк, чтобы я знал, что вам понравилось. Не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о новых видео. Я всегда рад вашим комментариям, так что не стесняйтесь оставить свое мнение или задать вопрос. Спасибо вам за вашу поддержку и до новых встреч!